Похоже, со всеми этими публичными запусками НЛО хазарская мафия, наконец, запускает свой проект «Голубой луч», фальшивое вторжение пришельцев. Это всего лишь часть продолжающейся космической оперы в СМИ, контролируемых было бы забавно, если бы послужной список не означал, что они, вероятно, планируют винить в массовых убийствах мирных жителей инопланетян. Единственные инопланетяне, с которыми нам нужно бороться. Это одержимые демонами лидеры, такие как фальшивый Джо Байден. Даже его внучка Эшли Байден теперь говорит, что он мертв, Джастин Трудо, Беньямин Нетаньяху и Эммануэль Макрон. Поэтому арест этих преступников необходим для предотвращения дальнейших массовых убийств. Напоминаю читателям, что я начал бороться с хазарской мафией, потому что они убили многих моих коллег и пытались убить меня, чтобы мы не говорили правду. Теперь они пытаются убить вас и ваши семьи. Вы понимаете теперь? Либо мы их поймаем, либо они нас. Совершенно законно немедленно арестовать кого-то вроде Джастина Трудо за то, что он является доказанным массовым убийцей, который активно пытается убить вас и вашу семью. Нейтрализация этих людей является законной самообороной. Эти преступники особенно опасны сейчас, когда им грозит банкротство их основного инструмента правоприменения – корпорации Соединенных Штатов Америки. Теперь это становится достоянием общественности. Председатель Bank of America Брайан Мэнихан сказал CNN: «Мы должны быть готовы к дефолту по суверенному долгу США». БОА является крупным акционером Совета Федеральной резервной системы и его дочерней корпорации в США, поэтому она обладает инсайдерской информацией. Другая группа инсайдеров, семья Ротшильдов, также предприняла шаги, исключив Rothschild & Co. из листинга. Это был компромисс, заключающийся в том, чтобы относиться к тому, что происходит внутри семьи, как к личному делу. Происходит серьезная реконструкция под наблюдением Альянса белых шляп. Похоже, что достигнуто взаимное соглашение, говорит источник в Моссад. Он отмечает, что Ротшильды заявили в своем пресс-релизе, что Макрон – их мальчик. Однако объективный взгляд на факты показывает, что Ротшильды на самом деле обанкротились и столкнулись с толпой линчевателей. Вся французская нация находится в открытом восстании с демонстрациями в более чем 300 местах после того, как их марионетка Макрон объявила о планах украсть у людей пенсии. Только в Париже 500 тысяч человек вышли на демонстрацию против Макрона. Ротшильды также сталкиваются с ежедневными демонстрациями сотен тысяч людей в своей колонии Израиль, поскольку евреи восстают против сатанинских повелителей КМ. Кроме того, их систематически изгоняют из Африки, чтобы они больше не могли грабить этот континент. Министр иностранных дел Мали Абдуллай Диоп, выступающий от имени многих африканских стран, заявил, что его страна заменила французские войска частными службами безопасности. «Что касается Франции, мы пришли ко всем выводам», — сказал он. «Это сотрудничество не отвечало желаниям малийского народа», — добавил он. Ротшильдов и их подельников, Рокфеллеров, тоже изгоняют с Ближнего Востока и других мест. На Ближнем Востоке министр иностранных дел Сергей создал массивный альянс против в который теперь входят Турция, Иран, Ирак, Сирия, Египет и Саудовская Аравия. Буквально в минувшее воскресенье, 12 февраля, посол в Саудовской Аравии Сергей Козлов заявил, что и Саудовская Аравия активизировали свои усилия по расширению военно-технического сотрудничества. Бывший соперник Саудовской Аравии – Иран, на страну которого только что одновременно напали Азербайджан, Израиль, теперь является частью Альянса по освобождению планеты. Ваш президент только что побывал в Китае. Генеральный управляющий Центрального банка будет сопровождать его для укрепления сотрудничества между двумя странами в банковской сфере и в переговорах об открытии валютных рынков, сказал иранский источник. Согласно источникам в правительстве, погонщик Нетаньяху фактически увязал вопрос конфликта с нынешним обострением израильско-иранских отношений. Вы можете быть уверены, что он знает о нападении на Турцию с использованием скалярного землетрясительного оружия,
в результате которого погибло более 50 тысяч невинных мирных жителей. Это было частью неудавшейся попытки запугать Турцию, чтобы она вернулась к подчинению. Такое оружие есть и у других, но в отличие от стран, подконтрольных КМ, там не совершаются массовые убийства мирных жителей. Однако дальнейшие атаки такого рода, вероятно, заставят их нанести ответный удар, одновременно разрушая Тель-Авив и Женеву, предупреждают источники в ФСБ. Все эти беспорядки вызваны тем, что корпорация США пропустила крайний срок оплаты – 31 января и должна была до этой недели собрать средства или отключить средства. Для финансовых рынков это означает, что вероятно какое-то мегасобытие «Черный лебедь». Это может означать полное закрытие рынков акций и облигаций, а также правительство США. За этим последует реорганизация Соединенных Штатов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. Банкротство обычно приводит к смене руководства. Кроме того, в рамках этой реорганизации США могут быть объединены с Канадой и Латинской Америкой. Однако у разных источников были разные взгляды на то, что произойдет. Источник в секретной космической программе говорит, они узнают к мартовским идам. Азиатские королевские особы и источники в польской разведке также ожидают большого объявления в марте. Источник в канадской разведке ожидает, что 17 февраля произойдет что-то радикальное. Тем временем глава Ми-6 хранит радиомолчание. Однако мы можем быть уверены, что у Китая определенно больше нет планов финансировать США. Китайское правительство только что опубликовало список из 20 стран, в которые США вторглись после окончания Второй мировой войны. Китай призывает все страны никогда не забывать, кто является реальной угрозой миру. Было ли возмущение в западном сообществе по поводу Соединенных Штатов? Были ли громкие крики со стороны обвинения? Были ли введены санкции против Соединенных Штатов хотя бы один раз? Китайцы отказались от визитов министра финансов США Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена с целью получения денег, а также не ответили на звонки министра обороны Ллойда Остина. Но и без китайских денег не надо забывать, что КМ в прошлом очень хорошо ковырял банку. Возможно, ей удалось получить средства от Красного Креста на помощь при землетрясении в Турции. Вы помните Гаити? Клинтоны собрали $500 миллионов и построили всего 6 домов. Кроме того, эти клоуны поделывали вещи для долгое время. Взгляните на 2 приложенные фотографии Камалы Харрис, ее маски и фальшивые компьютерные графики Байдена из обращения о положении в стране на прошлой неделе. Интересно, где речь действительно была произнесена? Капитальное здание полностью огорожено 10-метровым забором. В любом случае, нам просто нужно подождать и посмотреть, как и когда финансовая система США рухнет, я думаю. Но он взорвется, это математическая уверенность. Однако нам не нужно ждать, так это продолжающегося и очень заметного демонтажа силовых структур по всему миру. Например, здесь вы можете увидеть, как конгрессмен от республиканской партии Клей Хиггинс предупреждает руководителей Twitter, что они могут быть арестованы за вмешательство в выборы 2020 года. В Дании более 50 тысяч человек протестовали против увеличения правительством оборонных бюджетов для перекачки оружия. В Нидерландах офис национального вещателя был обклеен наклейками с именами тех, кто был зачищен. В Швейцарии активисты вынудили правительство провести общенациональный референдум в защиту наличных денег. Отмена наличных также таит в себе большую опасность тоталитарного надзора, сказал Ричард Коллер, президент движения за свободную Швейцарию, ЭФПС. Подобные массовые демонстрации также проходят в Испании, Перу, Англии и так далее. Это настоящее восстание рабов. Конечно, Хмне уходит спокойно в ночь. Она все еще пытается начать Третью мировую войну. Она использовала лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша для предоставления подробных доказательств того, что в сентябре прошлого года водолазы ВМС США заложили бомбы, которые разрушили газопровод «Северный поток-2» под Балтийским морем.
Это была очевидная попытка предоставить предлог для начала Третьей мировой войны, однако это не удастся, потому что американские и китайские военные договорились не начинать тотальную термоядерную войну, какие бы провокации ни придумывал ХМ. Однако более ограниченная война неизбежна. Премьер-министр Польши Моровецкий говорит, Польша готова взять на себя ответственность за создание нового мирового порядка. Польша готова стать одним из самых важных членов постимперской Европы. Источники в польской разведке сообщают, что страна закрыла границу с Белоруссией и что польские войска ведут бои с войсками на территории. Это значит, что раздел начался не на шутку. Война назревает и в Австралии. Источник сообщает, ситуация в Австралии сейчас очень плохая. Цены на продукты, бензин и товары для дома растут каждую неделю. Граждане сходят с ума. Все потеряли контроль. Они устраивают драки в супермаркетах. Без видимой причины. Полиция стоит наготове, и каждый день в Мельбурне происходят автомобильные аварии. Он называет эти инциденты, он считает, что скоро произойдет революция, поскольку граждане больше не могут закручивать гайки против народа. Он добавляет, Австралия может стать катализатором мировой революции. Жилищный сектор застопорился, поскольку процентные ставки выросли с 3% до 6%, а люди не сводят концы с концами. Поэтому банки не прощают ипотечных кредитов. Чтобы понять, с каким правительством имеют дело австралийцы, посмотрите это видео, как обычно, от правительства Австралии, контролируемого ХМ. Это настоящий человек. Выглядит и звучит как человек. Робот, одержимый демоном. Хорошо, с этим упоминанием потусторонних вещей, давайте закончим еще одним взглядом на проект Blu-ray. Мы отсылаем вас к этой старой статье о миссии Gemini IV 1965 года, которая захватила таинственный белый цилиндрический объект. Как раз вовремя для всех сообщений о сбитых цилиндрических НЛО. Сейчас Китай делает это тоже с голубым лучом пропаганды. Правительство Китая сбьет НЛО в восточной провинции Шаньдун в воскресенье, сообщает государственное издание Китая. Китая The Global Times. Это то, что один из наших источников НЛО говорит о недавнем космическом приливе. Новости были. МСМ и правительство прилагают усилия, чтобы сообщить нам, что говорит о том, что им выгодно, чтобы мы знали. Они определенно скрывают что-то очень важное, что вот-вот произойдет.